Глубоко под землей таятся сооружения, которые, казалось бы, не должны были появиться. Это не метрополитен, не шахты и не обычные коммуникации. Эти древние подземные галереи, высеченные в твердых породах, поражают своей точностью и масштабом. Современные инженеры, столкнувшись с ними, лишь недоуменно пожимают плечами, признавая: «Мы бы это сделали, но нам понадобились бы буровые машины, взрывчатка и годы работы». Однако эти грандиозные сооружения датируются тысячами, а порой и десятками тысяч лет назад. Их создали люди, которые, согласно общепринятой истории, располагали лишь примитивными каменными молотками и бронзовыми зубилами. Общепризнанная историческая версия утверждает, что древние цивилизации возводили подземные объекты с ясными целями: для хранения припасов, защиты от неприятеля или религиозных обрядов. И, безусловно, в большинстве случаев это объяснение абсолютно верно. По всему земному шару существуют тысячи подземных городов, катакомб и тоннелей, чье назначение легко объясняется базовыми человеческими потребностями. Но встречаются и такие, что совершенно выбиваются из этой логичной картины. Их отличает невероятная длина, идеальная прямолинейность, глубина, а также твердость породы, которая была слишком сложна для инструментов той эпохи. Назначение таких тоннелей остается загадкой, а их маршруты не ведут ни к каким очевидным пунктам. Словно их создатель мыслил совершенно иными категориями и масштабами. Возможно, у этих строителей были технологии, нам неизвестные. Или, быть может, они и вовсе не были людьми. Я понимаю, это звучит невероятно. Но стоит лишь спуститься в такой проход, провести рукой по стене, отполированной до блеска, и увидеть идеально круглое сечение. Тогда невольно начинаешь задавать вопросы, на которые современная наука пока не дает ответов. Сегодня мы рассмотрим 4 такие подземные загадки. Начнем наше погружение в тайны древнего мира с подземной системы Эквадора. Эти загадки заставляют переосмыслить все, что мы знаем о строительных навыках предков. В 1960-х годах аргентино-венгерский исследователь Янош Морич заявил о сенсационной находке. В джунглях восточного Эквадора он обнаружил вход в обширную сеть подземных ходов. По утверждению Морича, эти тоннели простирались на сотни километров, связывая Эквадор с Перу и, возможно, даже с Бразилией. Он утверждал, что местные индейцы Шуар, которые из поколения в поколение хранили знания об этих проходах, помогли ему проникнуть внутрь. Они верили, что тоннели созданы богами. Внутри его ждали гигантские залы с идеально гладкими стенами, удивительно точные ниши и артефакты, не вписывающиеся в известные южноамериканские культуры. Официальное научное сообщество, как и ожидалось, встретило заявление Морича со скепсисом. Ученые предполагали, что он либо сильно преувеличивает, либо попросту выдумал все это. Они объясняли, что речь идет о естественных карстовых пещерах, полостях, вымываемых водой в известняке. Это просто геологическое образование без следов человеческого вмешательства. Из-за отсутствия убедительных доказательств от Морича интерес к этой истории быстро угас. О ней благополучно забыли. Однако в начале 70-х годов швейцарский писатель Эрих фон Деникен вновь поднял эту тему. Он посетил Эквадор и заинтересовался рассказами. Деникен написал тоннели в своей книге, утверждая, что видел их своими глазами. Позже, однако, выяснилось, что он лишь пересказывал истории Морича, не спускаясь под землю. Это открытие еще больше подорвало доверие к всей истории. Казалось, тема окончательно закрыта, списанная на очередную выдумку. Но в 90-х годах спелеологические экспедиции все же обнаружили в регионе обширную подземную систему. Ее назвали Куэва де лос Тайос, или пещерой ласточек, по гнездящимся там птицам. Эта пещера оказалась колоссальной. Несколько километров изученных проходов и залы до 50 метров в высоту. Коридоры уходили вглубь, простираясь дальше, чем позволяло снаряжение исследователей. Ее масштабы поражали воображение, и многие ее части до сих пор остаются неисследованными из-за глубины и сложности. Но обнаруженная подземная система поставила перед учеными ряд загадок, которые невозможно было объяснить обычными геологическими процессами. Прежде всего, удивляла нетипичная форма проходов. Вместо извилистых каналов здесь встречались коридоры с почти прямоугольным сечением. Стены были поразительно ровными и отвесными, а потолки — плоскими, что совершенно не характерно для естественных пещерных образований. Геологи предполагали, что такое возможно, если вода размывает породу строго вдоль горизонтальных и вертикальных трещин. Однако на практике
Столь длинные и прямые проходы с идеально плоскими потолками в карстовых системах почти не встречаются. Затем в некоторых залах были замечены странные следы на стенах, напоминающие механическую обработку. Эти ровные, параллельные борозды казались слишком правильными, чтобы быть результатом естественной эрозии. Геологи объясняли это проявлением кристаллической структуры породы при выветривании, что казалось логичным. Но один из инженеров экспедиции с 20-летним опытом в горнодобывающей отрасли категорически не согласился. Он заявил, что подобные следы он сотни раз видел на стенах тоннелей, пробитых механическими бурами, и нигде больше. И, наконец, масштаб. Исследованные километры были лишь верхушкой айсберга, ведь эхолокация указывала на гораздо более обширную систему. Некоторые проходы уходили на такую невероятную глубину, куда экспедиции просто не могли добраться с имеющимся снаряжением. Местные индейцы Шуар рассказывали легенды, что эти тоннели тянутся до края земли. Их предки, по их словам, спускались туда на много дней, но так и не достигали конца пути. Хотя это можно списать на мифологию, такие истории обычно имеют под собой реальную основу. И вот в 1976 году в Куэва-де-Лос-Тайос прибыла особая британская экспедиция под руководством шотландского инженера Стена Холла. В ее состав вошли специалисты самых разных областей – геологи, ботаники, зоологи и, конечно, спелеологи. Эта масштабная операция насчитывала около сотни участников и была обеспечена отличным финансированием. Но самое поразительное – ее почетным председателем стал никто иной, как Нил Армстронг. Да, тот самый первый человек, ступивший на Луну, исследователь, побывавший на поверхности иного мира. Возникает закономерный вопрос: что заставило человека такого масштаба спускаться в пещеру в эквадорских джунглях? Официально это объяснялось его интересом к археологии и спелеологии, простым человеческим любопытством. Однако после возвращения Армстронг почти ничего не рассказывал об экспедиции, отвечая на вопросы журналистов крайне уклончиво. Он лишь однажды обмолвился, назвав это путешествие одним из самых сильных переживаний в своей жизни. Для человека, который ступил на Луну, согласитесь, это звучит как очень серьезное заявление. Выбор этой пещеры, конкретного времени и столь выдающегося состава участников явно не был случайным. Перенесемся ко второму тоннелю, подземным ходам Деринкую в Турции, в знаменитой своими скальными образованиями Каппадокии. В этом регионе, в мягком вулканическом туфе, древние цивилизации высекали целые подземные города. Самый грандиозный из них – Деринкую, уходящий на 18 ярусов вглубь, достигая примерно 60 метров. В нем обустроены жилые помещения, кухни, церкви, школы, конюшни и склады, а также колодцы и вентиляционные шахты. По оценкам, он мог вместить от 20 до 50 тысяч человек вместе со скотом и припасами. Это не просто пещера, а полноценный подземный мегаполис. Официальная наука утверждает, что Деринкую был создан ранними христианами, искавшими убежище от римских гонений. Позднее этот подземный лабиринт использовался и для защиты от арабских набегов, а затем и от монгольских вторжений. Логика такого использования проста и понятна. При приближении врага люди спускались под землю, пережидали опасность и возвращались. Однако эта версия объясняет лишь назначение города, но совершенно не дает ответов на вопросы о том, как и когда он был построен. Да, вулканический туф – порода мягкая, и ее можно обрабатывать даже простыми металлическими инструментами, это факт. Но Деринкую – это не пара вырубленных комнат, а десятки тысяч кубических метров породы, которую нужно было извлечь и куда-то деть. Каждый из его 18 уровней состоит из сотен помещений, соединенных разветвленной сетью коридоров. Система вентиляционных шахт пронизывает все ярусы, выходя на поверхность и обеспечивая воздухом людей на 60-метровой глубине. Водоснабжение было спроектировано так умно, чтобы враг, захвативший верхние уровни, не мог отравить воду для нижних этажей. Это не простое убежище испуганных крестьян, а грандиозный инженерный проект колоссального масштаба, автор которого остается неизвестным. Но самое интригующее в Деринкую – это даже не сам город, а загадочные тоннели, которые ведут из него наружу. В 2014 году турецкие археологи обнаружили, что из нижних ярусов Деринкую отходят длинные коридоры к другим подземным городам. Один из таких тоннелей, длиной почти 9 километров, соединяет Деринкую с Каймаклы, представляя собой прорубленный ход с вентиляцией и каменными дверями. Официальная наука лишь пожимает плечами, утверждая, что люди копали его постепенно, поколение за поколением, пользуясь мягкостью породы.
Однако подсчет объема породы для 9-километрового тоннеля приводит к поразительным цифрам. Куда делись десятки тысяч тонн камня, если на поверхности нет таких отвалов? Несмотря на невероятный объем извлеченной породы, эти тоннели имеют постоянное сечение, достаточное для прохода человека с грузом. Эта порода словно растворилась в воздухе или была перемещена в такое место, куда наш взгляд пока не достигал. Однако некоторые исследователи утверждают, что Каппадокия скрывает гораздо больше, чем известные города. По их мнению, подземные ходы образуют обширную сеть, охватывающую весь регион, а обнаруженные города — лишь ее верхние уровни. Официальная археология отвергает подобные идеи как спекуляции, но каждый год приносит новые открытия. Так, в 2013 году в Невшехире случайно обнаружили подземный город, который, по предварительным оценкам, превосходит Деренкую по размерам. Этот гигантский комплекс еще не изучен до конца, и никто не знает, сколько подобных сооружений скрыто под турецкой землей. Возникает и другой, не менее важный вопрос. Зачем строить так глубоко? Для укрытия от врагов достаточно нескольких уровней. Перекрыв вход, можно было спокойно ждать. Но зачем уходить на 18 ярусов вниз, прокладывать километровые тоннели и строить вентиляцию для десятков тысяч людей? От какого же противника нужно было прятаться настолько глубоко и на столь значительном расстоянии? Ученые говорят о сильном и настойчивом враге, но история региона не знает такого, кто мог бы осаждать подземные города неделями. Монголы и арабы приходили и уходили, не ведя подземных осад. Так от кого или, вернее, от чего прятались строители Деренкую? Теперь перенесемся в Боснию, где начинается история самого спорного археологического открытия Европы. В 2005 году боснийский исследователь Семир Османагич заявил, что холмы Високо — это не природные образования, а древние пирамиды, скрытые под толщей земли. Реакция академического мира на это заявление была крайне негативной и враждебной. Геологи утверждали, что подобные холмы-пирамиды являются естественными формированиями, распространенными по всему земному шару. Археологи же категорически отвергли идею, заявляя, что на территории Боснии никогда не существовало цивилизаций, способных возводить столь грандиозные сооружения. В итоге тема была быстро заклеймена как псевдонаучная, а самого Османагича прозвали самозванцем и мошенником. Однако вскоре под одним из холмов были обнаружены тоннели, целая сеть подземных коридоров, названная Равне. С этого момента скепсис начал угасать, ведь найденные тоннели оказались совершенно реальными и осязаемыми. Это были не природные гроты и не старинные рудники, а искусственно созданные человеком подземные проходы. Их высекли прямо в плотном конгломерате, состоящем из спрессованных камней, песка и глины. Общая протяженность этих сооружений, по различным оценкам, варьируется от сотен метров до нескольких километров. Примечательно, что значительная часть этой системы до сих пор остается заблокированной и совершенно неисследованной. Сначала официальная наука попыталась рационально объяснить тоннели как средневековые шахты, ведь в Боснии издревле добывали руду. Это казалось логичным. Однако вскоре выявились серьезные противоречия, ставящие под сомнение эту версию. Во-первых, внутри тоннелей отсутствовали любые признаки добычи руды. Ни следов инструментов, ни ниш для креплений, ни отвалов пустой породы. Горняки всегда оставляют уникальные отметки своей деятельности, но в Равне их не обнаружили. Во-вторых, удивляло прямолинейное направление тоннелей. Они тянулись на одной глубине, не отклоняясь, словно их цель была не добыча, а соединение точек. Обычные шахты следуют за рудной жилой, извиваясь и меняя глубину. Но тоннели Равня сохраняют идеальную прямолинейность и постоянную глубину. Это наводит на мысль, что их истинное назначение — не добыча ресурсов, а скорее перемещение или создание связей между некими пунктами. Третий и, возможно, самый важный аспект — это уникальный состав воздуха, зафиксированный внутри этих подземных проходов. Независимые исследования неоднократно подтверждали аномально высокую концентрацию отрицательных ионов в тоннелях Равне. Эти показатели в десятки раз превышают норму, наблюдаемую на поверхности, и были получены различными экспертными группами. Геологическое строение конгломерата не объясняет подобного феномена, а минимальная вентиляция лишь усугубляет тайну происхождения ионизированного воздуха. Следующая загадка связана с возрастом. Радиоуглеродный анализ органических материалов из завалов внутри тоннелей дал ошеломляющие результаты. Некоторые образцы датировались более чем 30 тысячами лет назад, что перевернуло привычные представления. В ту эпоху в Европе
обитали кроманьонцы, которых традиционная наука представляет как охотников на мамонтов и пещерных художников. Им приписывается отсутствие навыков масштабного строительства, необходимых инструментов, организации и даже мотивации для создания таких сооружений. Официальная археология предлагает объяснение. Радиоуглеродный анализ датирует лишь органику, а не сами тоннели. Предполагается, что древние органические материалы могли попасть в завалы случайно, а сами тоннели построены гораздо позже. Однако, когда несколько независимых проб из разных участков системы дают схожие древние даты, версия случайности уже не кажется столь убедительной. Несмотря на скептицизм, Семирос Монагич не прекращает раскопки, с каждым сезоном обнаруживая новые участки и артефакты, рождающие больше вопросов, чем ответов. Тоннели существуют. Они явно рукотворны, имеют огромный возраст, но их истинное предназначение до сих пор остается тайной, которую не могут опровергнуть ни критики, ни сторонники. В 1992 году мир узнал о загадочном четвертом тоннеле, расположенном в Китае, системе пещер Лунаю. Все началось, когда простой китайский крестьянин Уаньяй из провинции Чжэцзян решил осушить пруд возле своей деревни, надеясь найти рыбу. Но вместо ожидаемой добычи он обнаружил нечто гораздо более грандиозное – вход в неведомый подземный мир. После того, как воду откачали, перед изумленными местными жителями предстала огромная система искусственных пещер, поражающая своими масштабами. 1 000 000 кубометров породы должен был оставить горы щебня, видимые за километры, но поблизости нет никаких следов отвалов. Изучая вырезанные поверхности, поражает их исключительная ровность и одинаковость по глубине и ширине, сохраняющиеся по всему периметру. Это не может быть результатом работы примитивных инструментов, таких как кирки или зубила, которые оставляют лишь неаккуратные и хаотичные следы. Скорее, это напоминает работу механического резака, движущегося с постоянной скоростью и оказывающего равномерное давление на материал. Однако, официальная хронология приписывает этим подземным сооружениям возраст около 2000 лет. В ту эпоху в Китае не существовало промышленных механизмов для обработки камня в таких масштабах. Были лишь ручные инструменты. И тем не менее, кто-то сумел вырезать в скале колоссальную полость объемом в 1 000 000 кубометров с идеально гладкими стенами и потолками. Даже колонны здесь не были приставными элементами, а являлись неотъемлемой частью скальной породы, оставленной при извлечении окружающего материала. Такое строительство требовало не просто силы, а полноценного проекта, детальных чертежей, расчетов нагрузок и глубокого понимания геологии. Это уровень инженерной мысли, который традиционно не ассоциируется с древнекитайскими цивилизациями. Возникает третий вопрос. Какова была цель создания этих сооружений? 24 отдельных зала расположены рядом, но не имеют сообщений. Стены между ними удивительно тонкие, местами не более полуметра, но нигде не пробиты, что указывает на точное знание планировки. Зачем возводить столько отдельных помещений, а не одно большое? И почему разделять их стенами без проходов? Эти пещеры не похожи ни на жилые помещения, ни на храмы, ни на склады, ни на оборонительные сооружения. Их истинное назначение остается загадкой. Четвертый и, возможно, самый тревожный вопрос. Почему эти уникальные пещеры полностью отсутствуют в китайских исторических источниках? Китайская цивилизация тщательно фиксировала все события. Но о проекте такого масштаба нет ни единого упоминания, будто он был создан кем-то вне истории или до ее начала. Такой грандиозный строительный проект, задействовавший тысячи рабочих и годы труда, с миллионами кубометров камня, непременно должен был быть зафиксирован. Однако нет ни единой строчки в летописях. Пещеры Лунаю словно не существуют в письменной истории Китая, будто их создатели не оставили никаких записей или их свидетельства были полностью уничтожены. Возможно, эти сооружения появились еще до того, как китайская цивилизация начала вести свою летопись, оставаясь загадкой сквозь века. Местные жители, чьи предки жили здесь поколениями, всегда говорили, что пещеры были до них, что их никто не строил, и они существовали еще до появления людей. Старожилы вспоминали, что их деды знали о подземельях, но никогда не решались спускаться, считая это место недобрым и опасным. Они рассказывали, что из глубин пещер иногда доносились странные звуки. То ли низкий гул, то ли чье-то пение, особенно отчетливо слышимое перед дождем. Когда ученые установили внутри микрофоны, они действительно зафиксировали едва различимый низкочастотный гул,
объяснив его резонансом воздуха в больших полостях. Официальное объяснение связывало это явление с изменением атмосферного давления. Но местные жители слышали его задолго до науки и имели свою версию. Их объяснение было куда более мистическим. Это пещеры дышат. Наука, конечно, не воспринимает такие заявления всерьез, но пока не может предложить убедительной альтернативы. 24 зала в монолитной скале, миллион кубометров исчезнувшей породы, следы механической обработки и полная историческая тишина. Вот что такое Лунаю. Глубокая подземная тишина хранит эту загадку уже более 30 лет с момента открытия, поскольку никто до сих пор не смог объяснить ее происхождение. Теперь рассмотрим 4 других подземных системы, расположенных на разных континентах: в Эквадоре, Турции, Боснии и Китае. Их разделяют тысячи километров и тысячелетия, но все эти 4 сооружения имеют поразительные общие черты, которые невозможно не заметить. Первая из них — это невероятный масштаб. Все 4 системы огромны. Это не просто кладовки или обычные погреба. Километры тоннелей, десятки метров глубины и сотни тысяч кубометров извлеченной породы говорят о проектах, требующих организации и ресурсов, сравнимых с современным строительством. Эти 4 уникальные системы объединяют не только невероятные масштабы, но и 3 другие поразительные общие черты, которые трудно игнорировать. Вторая особенность, которая бросается в глаза, это поразительная точность их исполнения. Ровные стены, постоянное сечение тоннелей, а также идеально параллельные борозды на камне поражают воображение. Такая обработка породы вызывает множество вопросов даже у современных инженеров, ежедневно работающих с горными материалами. Третья общая черта — это абсолютно неясное назначение всех этих грандиозных сооружений. Ни одна из систем не имеет очевидной функции, которая могла бы объяснить колоссальные затраты труда и ресурсов. Для кого и с какой целью были созданы эти подземные лабиринты? Ответов на эти фундаментальные вопросы до сих пор нет. Наконец, четвертая и, возможно, самая жуткая особенность — это полное молчание истории. Ни в одном древнем документе или летописи нет ни единого упоминания об их строительстве, словно они возникли из ниоткуда. Или же их возводили те, кто не оставил после себя никаких письменных свидетельств, что заставляет задуматься. Конечно, можно пытаться объяснить каждый факт по отдельности, списывая на природные процессы или особенности древнего строительства. Но когда одинаковый набор загадок встречается в 4 разных системах на разных континентах, это уже не кажется совпадением. Это указывает на существование чего-то гораздо большего, что мы пока не способны до конца осознать или принять. Чего-то, что предшествовало нам, владело технологиями обработки камня, сравнимыми с нашими лишь в последние века. Они исчезли, не оставив ни строчки, лишь километры тоннелей в темноте. Что думаете об этом? Поделитесь своими версиями в комментариях.